Привет, укротители! Этот день настал. То, что начался как безумный экспириенс в раннем доступе, официально превратился в полноценный релиз Palworld 1.0. Поверьте, это не просто скромный патч с парой исправленных ошибок. Разработчики выкатили такое количество контента, что игра сейчас совершенно иначе. 72 новых персонажа, огромный парящий в небесах архипелаг, финал сюжетной линии, механики мутации и тотальная переработка рейдов на базу. В общем, сегодня мы подробно разберем официальный список изменений версии 1.0. Устраивайтесь подобней, подписывайтесь на канал, а мы начинаем. Начнем с самого очевидного и невероятного – расширения карт. Первое глобальное нововведение – это Sunreach. Это совершенно новый архипелаг, который буквально парит в небесах над Палпагасом. Он удерживает там благодаря огромной силе Палдиума. За долгие годы изоляции там зародилась собственная уникальная цивилизация. Зачем туда лететь? Ну, во-первых, там обитают новые палы. Во-вторых, вас ждут новые боссы башен, которые заставят вас попотеть. И в-третьих, на Sunreach можно добыть уникальную руду. Но только если вы скрасили специальное продвинутое оборудование. Но если Sunreach что про гринт и исследования, то мировое дерево — это про сюжет. Помните, как в раннем доступе все гадали, что же это за гигантское дерево на горизонте и почему фракции воюют за башни? Тайна наконец-то раскрыта. Именно мировое дерево становится сердцем и историей Palworld. И именно там игроков ждет самое сложное испытание в игре. Сам мир Палпагаса тоже очень сильно изменился. Исследование его стало намного интересней. По всей карте разработчики раскидали древние руины. Это не просто декорации, внутри вас ждут мини-игры, за прохождение которые дают очень ценные награды. Например, редкие чертежи. Чтобы вы не запутали во всем этом великолепии, в игру добавили сторожевые башни. Двигаете к такой башне, активируете, и вуаля, окружающая территория открывается на карте, а сама башня становится точкой быстрого перемещения. Это мега удобно. А еще на карте появилось 7 новых небольших островов с 3 биомами: вулканы, пустыни и руины. На каждом острове свой уникальный спан существ, плюс небольшие поселения с новыми NPC и квестами завезли. Что вообще там говорить? Даже вражеские базы теперь появились прямо в море. Отдельное внимание заслуживает реконструкция заповедников дикой природы. Раньше это были довольно унылые островки, а теперь это строгие природоохраняемые зоны древней цивилизации. Там уникальные пейзажи, редчайшие материалы и жесткие боссы. Но главное — безопасность. Территорию теперь патрулируют оборонительные дроны и прожектора. Так что у вас есть два пути: либо проникать туда скрытно и аккуратно, либо влететь с пулемета наперевес и выстраивать тотальный хаос. Выбор за вами. Кстати, баланс диких палов тоже переделали. Их спаун стал более естественный для каждого биома. Хищные палы больше не сидят на одном месте как привязанные. Теперь они с небольшим шансом могут заспавниться вообще в любой точке карты. Так что расслабляться во время прогулок вообще не стоит. И небольшая, но важная деталь для коллекционеров. Статуя Лифмунка теперь называется чучело приятелей. Теперь вы можете собирать фигурки самых разных палов, чтобы улучшить характеристики своего персонажа. А сам процесс поднятия фигурки получил новую красивую анимацию. А теперь перейдем к цифрам и усилению. Максимальный уровень игрока официально поднят с 65 до 80. Вместе с этим в игру добавили новую целую гору новых технологий, связанных на древней цивилизации. Но качаться будете не только вы. Ваши палы в версии 1.0 получили новые способы стать сильнее через систему пробуждения и мутации. Характеристики и способности абсолютно всех палов были в игре перебалансированы, так что ваша старая любимая мета из раннего доступа может уже не работать. Придется экспериментировать заново. Подземелья тоже обновили, и переработали освещение, изменили планировку в тех местах, где игроки чаще всего могли потеряться, и перебалансировали награды. Найти случайное подземелье теперь стало намного проще, потому что вход подсвечивается гораздо нагляднее, а по всему миру добавили еще 15 новых входов. Да, за зачистку данжей и баз врагов теперь капает чистый опыт исследования. Если вы думали, что строительство базы — это просто мирный фермерский уголок, то механики рейдов в версии 1.0 заставят вас придумать. Тему нападений полностью переделали, теперь это полноценная Tower Defense с волновой системой. Враги прут с волнами, одна за другой, и уровень их атаки автоматически подстраивается под уровень палов, которые работают на вашей базе. За защиту от всех волн дают шикарную награду, так что строить стены и ставить турели теперь жизненно необходимо.
Из приятного оборонительные сооружения больше не тратят патроны. Типы атакующих врагов теперь зависят от биома. Например, на Обсидиановой горе на вас нападет фракция Вечного Костра, а на берегу Полумесяца Альянс Свободных Палов. Но что делать, если вы увлечены строительством и не хотите воевать? Разработчики добавили гениальную фичу переговорщика. Это NPC, который сам приходит к вам на базу перед рейдом. Вы можете просто заплатить ему золотые монеты и набег отменится. Решайте сами, либо честный бой, либо старые добрые взятки. Кстати, если вы построите на базе линию по сборке золотых монет, это спровоцирует особое уникальное рейдовое событие. Коротко пробежимся по мультиплееру и качеству жизни. Главный кайф в игру наконец-то добавили встроенный голосовой чат. Больше не нужно сидеть в сторонних программах, чтобы координировать на выделенном сервере. Сами гильдии получили детальную настройку. Теперь можно раздавать роли и даже ограничивать доступ к определенным постройкам для конкретного ранга. Безопасность баз в мультиплеере сильно выросла. Ну и для удобства завезли интеграцию с Дискордом, чтобы звать друзей в игру буквально за один клик. И напоследок в игру добавили автобег. Да-да, нажимаешь одну кнопку и ваш персонаж или маунт мчит вперед сам, спасая ваши пальцы во время долгих путешествий. Но в итоге, Palworld 1.0 это колоссальный шаг вперед. Игра доказала, что статус главного хита был выдан ей не зря. Огромное количество контента, исправление старых болячек и механики, которые делают мир по-настоящему живым. А что из этого обновления больше всего понравилось вам? Уже планируете экспедицию на парящий остров Санрич? Делитесь своим мнением в комментариях. Ставьте лайк этому видео, если оно было вам полезным. Подписывайтесь на канал. Всем пока.